Добрый день! Сегодня мы рассмотрим тему дроссели и трансформаторы. Сначала поговорим о дросселях. Дроссели – это разновидность катушек индуктивности, предназначенные обеспечить большое сопротивление для переменных токов и малое сопротивление для постоянных или низкочастотных токов. Различают дроссли низкой и высокой частоты. Конструктивно дроссли бывают с сердечником, как на данном рисунке, или без сердечника, как на этом рисунке. На низких частотах дроссели используются в фильтрах цепей питания и обычно имеют металлические или ферритовые сердечники. Эти дроссели вы видите на рисунке. Также существует еще один особый вид дросселей. Это сдвоенные дроссели. Они состоят из двух встречно намотанных катушек индуктивности. За счет встречной намотки и взаимной индукции эти дроссели более эффективны. Сдвоенные дроссели получили широкое распространение в качестве входных фильтров блоков питания, а также в звуковой технике. Дроссели высокой частоты используют в радиоэлектронной аппаратуре в качестве элементов разветвляющих цепей. Требования, предъявляемые к высокочастотному дросселю, сводятся в основном к получению большой индуктивности, то есть большого индуктивного сопротивления, при минимально возможной собственной емкости. Поэтому при изготовлении дросселя стремятся главным образом уменьшить емкость его обмотки. Конструктивно высокочастотные дроссли выполняются в виде небольших по размерам цилиндрических катушек с однослойной или многослойной обмоткой. Дроссели с однослойной обмоткой применяются в диапазонах коротких и ультракоротких волн КВ и УКВ. В качестве каркаса для них часто используют керамические стержни от высокоомных сопротивлений типа ВС. Ультракоротковолновые дроссели наматываются с шагом. Дроссели с многослойной обмоткой применяются в диапазонах средних и длинных волн СВ и ДВ. Их обмотка состоит из ряда последовательно соединенных секций. Для дросселей, работающих в широком диапазоне частот, применяют так называемые прогрессивные виды намотки. Однослойную обмотку в этом случае наматывают сначала плотно виток к витку, переходя затем на намотку с постепенно увеличивающимся шагом. При многослойной намотке для той же цели часть секций делают с меньшим числом витков. Для расширения рабочего диапазона частот дросселя применяют магнитные сердечники. Магнитные сердечники для высокочастотных катушек и дросселей изготовляют из магнитодиэлектриков и ферритов. В магнитодиэлектриках мельчайшие частички вещества, содержащего в своем составе железо, равномерно распределены в массе какого-либо диэлектрика – бакелита, стирола, аминопласта. Наиболее широко применяют сердечники из альцифера, сплав алюминия, кремния и железа. Ферриты, также получившие широкое распространение, представляют собой твердые оксиды металлов или их солей, прошедшие специальную термическую обработку – обжиг. Получающаяся при этом полупроводниковая керамика обладает очень хорошими магнитными свойствами и малыми потерями даже на очень высоких частотах. Теперь перейдем к трансформаторам. Трансформатор предназначен для преобразования переменного напряжения одной величины в переменное напряжение другой величины. На этом рисунке вы видите различные виды трансформаторов. В большинстве случаев трансформатор состоит из замкнутого магнитопровода, сердечника, с расположенными на нем двумя катушками, обмотками, электрически не связанных между собой. Магнитопровод изготавливают из ферромагнитного материала, а обмотки мотают медным изолированным проводом и размещают на магнитопроводе. Схематичное устройство простого трансформатора с двумя обмотками
показано на рисунке. Одна обмотка подключается к источнику переменного тока и называется первичной и обозначается римской цифрой 1. С другой обмотки снимается напряжение для питания нагрузки Rn, и обмотка называется вторичной и обозначается римской цифрой 2. Очень часто трансформаторы бывают с несколькими вторичными обмотками. Напряжение вторичной обмотки зависит от соотношения чисел витков в обмотках. При одинаковом числе витков напряжение на вторичной обмотке будет приблизительно равно напряжению, подаваемому на первичную обмотку, и такой трансформатор называют разделительным. Его вы видите на рисунке. Функция такого трансформатора – безопасная подача к потребителям сетевого питания. Это достигается путем изоляции цепи первичной обмотки от цепей вторичных, причем вторичная цепь принципиально не заземляется, чтобы полностью исключить возможность замыкания вторичного тока в направлении заземления. Первичная и вторичная обмотки разделительного трансформатора гальванически развязаны друг от друга с применением усиленной или двойной изоляции, либо путем установки между обмотками защитного экрана. Кроме того, обмотки обычно разделены физически, то есть разнесены на разные части магнитопровода, а провода, которыми намотаны обмотки, имеют приблизительно равные или полностью одинаковые характеристики. Если вторичная обмотка содержит больше витков, чем первичная, то развиваемое в ней напряжение будет больше напряжения, подаваемого на первичную обмотку, и такой трансформатор называют повышающим. Его вы видите на рисунке. Повышающие трансформаторы широко используются в различных целях, например, для передачи и распределения электрической энергии. Такие трансформаторы, повышая напряжение, автоматически уменьшают ток, поэтому передаваемая мощность остается неизменной, а потери в проводах линии, пропорциональные квадрату силы тока, резко сокращаются. Также повышающие трансформаторы используются в радиоэлектронных устройствах, где применяются электронные лампы и во многих других случаях. Если же вторичная обмотка содержит меньшее число витков, чем первичная, то и напряжение ее будет меньше, чем напряжение, подаваемое на первичную обмотку, и такой трансформатор называют понижающим. Понижающие трансформаторы напряжения имеют широкую область применения, однако чаще всего они используются в источниках питания различных приборов и в электросетях. Выбор конкретного устройства необходимо осуществлять с учетом определенных запросов для каждого отдельного случая. На принципиальных электрических схемах обмотки трансформатора обозначают катушками индуктивности, расположенными близко одна от другой, а магнитопровод – линией между катушками. Низкочастотные трансформаторы с остальными магнитопроводами и магнитопроводами из железо-никелевых сплавов, например, пермалоя, на схемах обозначаются буквой Т, а обмотки трансформаторов обозначаются римскими цифрами. Также используют условную нумерацию их выводов в соответствии с маркировкой, указанной на корпусе трансформатора. На сегодня все. Мы закончили такую большую тему, связанную с магнетизмом и электромагнетизмом, индуктивностью и катушками индуктивности. Не забывайте заходить на мой канал, продолжайте изучать основы радиоэлектроники. А пока до свидания, до новых встреч!